Цена за свободу. Так называется следующая 18+ игра, которую мы с вами сегодня рассмотрим. На этот раз нас ждет кое-что интересное, по крайней мере в таком вот формате. Пошаговые бои, сюжет, геймплей, способности, спутники и, конечно же, сценки для взрослых. На моем бусте лежит ролик без цензуры, а также весь вырезанный контент из игры. Если будет желание, можете подписаться, ссылочка будет в описании. Как говорит сам автор, существует вселенная Price for Freedom, а позже уже появилась Price for Freedom Everis, где все события происходят в том же сеттинге и в том же регионе, но будет рассказана история другого состава персонажей, в другом городе и в другое время. Благодаря такому формату их команда сможет расширить историю мира, побочные сюжеты и общую глубину. В первую очередь Price for Freedom Everis RPG, где разработчики вдохновлялись старыми играми по типу Baldur's Gate. Так что можно ожидать тонну текста, какой-то лор и выборы, влияющие на сюжет. Price for Freedom Everis не так давно обзавелась переводом, но пока что только на украинском языке. Насчет русского ничего не известно. Игра разрабатывается с 2017 года. Публичная версия распространяется бесплатно на тематических сайтах, а Patreon версия собственно при подписке на разработчика. Отличие, по-моему, в количестве сцен, но спасибо ребятам, которые скидывают файлик с Patreon кодом. Весит цена за свободу добротных 8 гиг. Кто не в курсе, это прилично для проектов в этом жанре, поэтому контента должно быть предостаточно. Находится она в раннем доступе, как и 90% игр для взрослых. В моем случае билд 29.1. Игра начинается с настроек как игры, так и персонажа. Имя, сложность, язык и небольшая кастомизация. Наш ГГ приходит в себя в каком-то помещении, где находимся пока что не ясно. Саид, так зовут парня, сидящего с нами в одной лодке, интересуется нашим именем и говорит, что мы уже приближаемся к Кальдее. Из уст Саида узнаем, что он работает посредником на Редленда, покупая контракты рабов для того, чтобы предоставить им работу. Взамен его обучают ремеслу. Не успев закрыть глаза, как слышим чей-то крик, а потом тяжелый глухой удар. Саид предлагает нам как можно скорее свалить отсюда, пока снаружи происходит заварушка, потому что, по всей видимости, эти люди пришли с севера. Почему мы их так боимся, пока не ясно. Перед тем, как выйти из дилижанса, нам дают время ознакомиться с игрой. Инвентарь. В нем хранятся бинты, монеты и различная провизия для восполнения ХП. Список квестов. Как вы можете наблюдать, в переводе присутствуют проблемы. Ну и самое интересное, это способности как нашего главного героя, так и его компаньонам. Способностей много. Плюсик — это у нас пассивки, а остальные все активки. Углубляться в механику способностей я не буду, но расскажу за боевую систему буквально через минутку, когда покинем дилижанс. Также в игре есть что-то типа бестиария, где описываются враги, их уникальности и уязвимости. Карта, по которой мы можем передвигаться. Ну а теперь покидаем дилижанс. Как оказывается, нас уже ждет засада из 2 человек. Боевая система в принципе как и во многих пошаговых РПГ. У нас есть основное здоровье и здоровье каждой части тела. Если нам повредят ноги или мы повредим, будет урезанное количество очков действий. Очки действия. Каждая клеточка передвижения стоит 2 ОД. Нанести удар в среднем стоит 4 ОД. Способности также самое. 4 ОД, 5 ОД и так далее. Способности. Я подразумеваю не магию, а какой-то прицельный удар в одну из частей тела, уворот и нанесение удара, просмотреть карточку врага, какое он совершит действие следующим, а также замена этой карточки и многое другое. Также нам или врагу можно накинуть дебаф по типу кровотечения, оттолкнуть врага, либо защитить определенные участки тела. Вообще для игр в этом жанре, я имею в виду 18+, сделано очень даже достойно. Наверное, один из лучших представителей как геймплея, так и сцен секса. Ну и также, если вы вообще не хотите париться со способностями, сбором пати и боевой системой, а хотите просто прочитать сюжет и подрочить, можете просто скипнуть бой, в котором вы сразу же одерживаете победу. Не знаю, спорная ситуация. Проще, наверное, запустить порнуху. В общем, раскидываем пацанов и валим с места преступления. Но на выходе нас уже поджидала еще одна засада. В этот раз их больше, и навряд ли мы смогли бы дать отпор разбийникам. Они предлагают нам вступить к ним в банду, но скорее всего это был сарказм, судя по их репликам. В глазах темнеет. Проходит какое-то время, и мы пытаемся встать. Головная боль и звон в ушах не дают понять, где мы оказались. Если судить
судить по сухому воздуху, из-за которого болезненно пересохло горло, мы в какой-то пещере. С нами заводит разговор девушка. Не сразу можем распознать силуэт. Прошло 2 дня, а девушки сказали присматривать за нашим главным героем. Бандосы у нас заинтересованы, так как мы убили их 2 братков, поэтому наша судьба еще не полностью ясна. Пока охранник отошел, мы можем узнать друг друга получше. Девушку зовут Клементина, она также присоединилась к нашему каравану, родом с богатенькой семейки. Просто так ей нанести ущерб бандосы не могут, потому что это принесет разруху от знатных домов. Мы с ней решили объединить наши силы и свалить отсюда. Боец из нее никудышный, но зато способна нас удивить, по ее словам. Бац, и дверь открыта. Она полна сюрпризов, это точно. Теперь немножко лора. Как оказывается, этот собор принадлежал уже забытой богине по имени Ела. Она была богиней рождаемости, жизни и урожая. В этом соборе ей поклонялись. Многим она помогала и возвращала назад к жизни. Ясно, понятно? Теперь нам нужно найти нашего друга Саида. Не будем же мы здесь его оставлять. Хотя, как я понял, это вполне возможно сделать. Но точно не скажу, не проверял. Замок, за которым сидит Саид, Клементина открыть уже не смогла. Теми маленькими инструментами, которые у нее есть с собой. Окей, будем искать дальше. Выходим наружу, и пока охранники бухают, можем воспользоваться возможностью вернуть наши вещи. По возвращению взад к Саиду, бандос обнаружил, что нас нет в камере. Но благо, что мы вовремя вернулись и можем прекратить его бессмысленную жизнь. Пару точных тычков, и надзиратель падает с глухим ударом. Его последний вздох вырывается с бездыханного тела. Шмонать тело молодого парня хоть и тошнотворно, но времени у нас не так-то и много. Поэтому находим ключ и выпускаем Саида. Саид, как настоящий мужчина, говорит, что если что-то пойдет не так, он останется их отвлекать на себя, пока течет кровь по его венам. Самоотверженно, но таких людей мы уважаем. И желательно сделать все возможное, чтобы не допустить чего-то подобного. Прокачиваем способности, и в одной из камер находим рисунок женщины-ящерицы, которая, слегка приподняв свой халат, демонстрирует свои активы. Лишаем жизни еще одного бандита через небольшую лазейку в стене. И вот он выход. Но пока мы далеко не ушли, я решил вернуться и обшмонать все более подробно. Как оказывается, не зря. Находим еще один эскиз девушки, по всей видимости, легкого поведения. Вообще, этот собор известен опасностью и загадочностью. Многие этажи давно не обслуживались, а также не проверялись. Здесь хранятся реликвии церкви, знания, а также мутанты, если судить по этим спорам. Ну и замурованный выход сразу выдает: кто-то здесь живет и совсем не маленький. Спускаемся вниз и знакомимся с нашим первым мутантом. Он очень хорошо защищен практически по всем частям тела, но есть слабое место, и это что-то типа холки. И как я понимаю, из этой холки, скорее всего, он выпускает токсины. Жирный враг, но мы с ним справляемся. Раскидываем еще врагов, лутаем все, что можно лутать, и знакомимся с какими-то мутантами, похожих на страусов. Я понимаю, что они не похожи на них, но мое подсознание считает наоборот. Ладно, не будем спорить. Они, кстати, очень жирные, но наносят урон небольшой. И их можно убить, как я понял, лишив той штуки, что находится на торсе. Пока есть время, читаем справочники, как называются наши враги и где их слабые места. Вот этот красавец — это троглодит. Меня так бабушка называла в детстве, так как я много кушал. Не знаю, с чего она взяла это слово. Наконец, мы решили сделать временный перевал. Не зря до этого нашли лежанку, и не только ее, но и эскиз эльфийки. Саид решил сделать обход территории и оставить нас наедине с Клементиной. В спокойной обстановке у костра Клементина решила поделиться своим прошлым. Ее семья отправилась в отладку, чтобы получить политическую власть и наладить торговые связи. Названия в этой игре сложные для восприятия, будем как-то привыкать. Сама Клементина хочет создать альянс в Кальдее, и поэтому ищет сторонников. На вопрос, почему она путешествует одна без охраны, ответ мы не получаем. Зато оказываемся в такой вот непростой ситуации. Она начинает нам рассказывать за различные теории о богине Ела, будто бы она была демоном, известная своей силой и долгой жизнью. И в этот момент цвет ее глаз меняется, вырастает хвост, рога, меняется оттенок. На самом деле Клементина — это леди Вульф. В общем, четких ответов мы не получаем, зато получаем кое-что другое. После потрохушек леди Вульф говорит, что найдет нас сама, когда мы ей понадобимся. А пока наш род должен быть на замке о том, кто она такая и что здесь произошло. Вот ее сила нам и пригодилась. Огромную массивную дверь она выломала в 2 щелчка. Из-за шума прибежал Саид, а леди Вульф уже Клементина. А теперь время настало свалить отсюда. По
пути нам попадается еще один новый вид врагов. Расправляемся с пацанами и наконец выбираемся с этого собора. Наши пути расходятся. Саид и Клементина отправляются по своим делам, но в будущем мы еще обязательно встретимся. А пока нам нужно познакомиться с влиятельными людьми и поднять себе репутацию. Тогда мы сможем помочь Клементине с ее планом. Кстати, если мы решим рассказать Саиду, кто на самом деле такая Клементина, нам мало не покажется. После длительного путешествия попадаем в местный общепит в городе Кальдея. Как говорится, если хочешь поднять бабла, бармен тебе всегда подскажет где и как. Но не в этот раз. Работы у него особой нет, кроме как мытья посуды и так далее. Но слышал какие-то слухи, что происходит на дорогах. Рядом стоит девушка по имени Самар и ищет зевак, которые согласятся на небольшую работенку. Работа заключается в следующем. Нужно смотаться в сельскую местность и поохотиться вместе с ней на зверька. Этот зверек портит местный урожай, да и вообще он очень агрессивен. Деньги поделим поровну. Мы соглашаемся и отправляемся в путь. Общаемся с Родвином. Это тот парень, который нанял Самару, а она в свою очередь нас. Зверек, которого кличут как Блэкфурс, занял неподалеку пещеру. Но все не так просто. Блэкфурс – самец. А сейчас как раз таки то время, когда он созывает самок. Самки в этот период следуют за ним и плюс очень агрессивны. Нам всего лишь нужно добраться и убить самца. И тогда все проблемы решатся. На нашем пути попадаются первые самки. По факту они легкие. Я поначалу неправильно с ними дрался. Самое главное уклоняться от их разбега. И по сути можно ждать в конце точки их прибытия. А я как дурак бегал за ними туда-сюда. Врываемся в пещеру и видим, как самки зажали бедного Кёта. Или Койот. Фиг знает, как эти имена читаются. Помогаем пацану отбиться от бешеных подружек. Оказывается, этот паренек умеет общаться на нашем языке. Сам по себе Кёт очень добрый и просто ищет место для своей семьи. Мы с ним договорились о том, что убьем Блэкфурса. И если Кёт будет хорошим соседом для людей, то сможет переехать со своей семьей в эту замечательную пещеру. Ломаем хребты самкам, и теперь настала очередь самца. Так как наш новый друг Кёт очень бронированный, у нас не было никаких проблем с Блэкфурсом. Срезаем голову самца и относим Родвину, нашему работодателю. Вначале он хотел заплатить нам лишь половину, но благодаря моему красноречию, он заплатил половину. Да, плохой из меня переговорщик. По прибытию в местный общепит, кстати, не обращайте внимания на такую толпу. Я в настройках выставил на максимальное количество народу, чуть позже уберу. Самара предлагает нам покушать, выпить и снять одну комнату на двоих. Зачем? А вот почему. Ночка будет веселой. После хорошего отдыха предлагаем Самаре составить нам компанию. Пока мы скитались по подворотням города, нам приглянулась жрица с явно грустным лицом. Пойдем узнаем, что же произошло. Зовут эту мадам Хихо. В начале разговора она то ли стесняется сказать, что же произошло, то ли не любит свои проблемы перекладывать на других. Но в этот раз мое красноречие меня не подвело. Оказывается, у Хихо украли ее амулет. Он для нее очень дорог. Так как Самара местная, она знает, что в старых доках есть здание с зеленой крышей, в котором орудует банда по продаже всего, чего хочешь, в том числе и краденого. Но просто так к ним всем желающим попасть не получится. Единственный способ узнать пароль – это побегать и поспрашивать местных попрошаек. Они уж точно знают, кто и чем в этом городе занимается. Дойти до старых доков без происшествий у нас не получилось. Какая-то невысокая женщина, расы кобальт, задела нас своим плечом. Но чуйка у нас развита, это точно. На всякий случай удостоверимся. Вдруг она и правда у нас украла кровно заработанные деньги. Конечно же, она упала на дурочку и говорит, что ничего не крала. И вообще это ее деньги. Наш герой понимает, что это все блеф. И Кобальт пытается нас очаровать. Отходим в ближайший угол и не отказываемся от ее услуг. Но как только она закончит свое дело, так по-быстренькому и смоется. Минус 90 бронзовых монеток. Ничего страшного, она свое отработала, а мы заработаем еще. Добравшись уже до старых доков, ищем ближайшего попрошайку. Не жлобимся и даем 5 бронзовых. Взамен получаем пароль, чтоб нас впустили. И вот то самое место, где банчат, а также скупают краденое. За любую информацию о человеке, который украл амулет, он хочет 60 бронзовых. Мы можем с ним подраться, хотя эта идея кажется не очень заманчивой. А также с помощью нашего известного красноречия заболтать и получить инфу бесплатно. Взамен лидер этой банды хочет узнать, у кого украли амулет.
Ну, мы так не работаем, раскрывать Хихо я не планирую. Худо-бедно, но получилось уломать и получить инфу, где обитает вор, укравший амулет. Кстати, еще мы узнали о воришке Кобальте. Эта девчонка работает на него уже очень давно, и сама по себе она безобидная. Найти мы ее можем на 2-м этаже. Деньги возвращать не будем, пусть наслаждается. Оказывается, место, где воришка сбывает краденое добро, находится рядом с храмом Хихо. Заодно ее прихватим на сделку. С воришкой можно поступить разными путями. Я выбрал путь наименьшего сопротивления. То есть поплакать, что у нашего героя тоже плохая жизнь. И типа браток по-братски подсоби, а в будущем будет за нами должок. По итогу удалось скинуть аж до 30 бронзовых, но в любом случае платили не мы, а наша новая подруга Хихо. После успешного выполнения миссии Хихо предлагает нам 2 варианта. Отдохнуть в ее комнате, которая находится в храме, либо пойти всем вместе в местный общепит и там покушать, погудеть и поспать. При первом варианте ничего особенного не происходит. Мы с Самарой просто отдыхаем, а Хихо, как добрый самаритянин, ушла, не мешая нам. При втором варианте, который я собственно и выбрал, мы просто знакомимся друг с другом поближе, что мне показалось лучше. На следующий день мы просыпаемся от какого-то шума. Кто-то рыскает в нашей комнате. Оказывается, это наша знакомая Кобальт. Пытаясь от нас сбежать, она застряет в окне. Да, ситуация, конечно, получается неловкая. И что нам с тобой делать? Видимо, ей нравится рисковать. Либо понравился наш главный герой, что не может от него отстать. А под видом воровства хочет получить нечто большее. Ну, мы не против. Снимай штаны. Закончив свои дела, мы здороваемся с нашими друзьями. И теперь к нашему пати присоединяется Хихо. В будущем наших героев ждет еще много приключений. Но на сегодня мы закончим. Не переживайте, я без записи еще немножко поиграл. Для того, чтобы собрать материал для Бусти. Не могу же я вас обделить. Ссылочка будет в описании. Встретимся.